Добрый день! С вами канал Табако Dev. Мы оказываем полный цикл услуг по разработке табака для кальяна без табачных смесей. В предыдущем выпуске мы говорили о табачном и бестабачном сырье в качестве основы для нашей кальянной смеси. Сегодня же речь пойдет о соусе, или другими словами сиропе. Но все же в среде табачных технологов принято говорить соус. Поэтому далее я буду использовать именно этот термин. Давайте начнем. Если табачное или бестабачное сырье – это твердая составляющая кальянной смеси, то соус – это жидкая составляющая, которая, как правило, состоит из двух основных компонентов. Первое – углеводсодержащее вещество, и второе – влагоудерживающий агент. Давайте по порядку. В качестве углеводсодержащего вещества можно использовать мед. Понятно, что это экономически нецелесообразно, поэтому большинство производителей используют патоку, имбирный сироп или ГФС – глюкозно-фруктовый сироп. Иногда вместо светлой патоки используют темную патоку, так называемую мелассу. Меласса, кроме того, что выполняет роль углеводсодержащего вещества, также может выполнять функцию красителя из-за своего темного цвета. А вот в качестве влагоудерживающего агента используют глицерин. Иногда добавляют пропиленгликоль. Вообще пропиленгликоль используется в жидкостях для вейпа как основной компонент. А вот в случае с табаком для кальяна его может вовсе и не быть. Но тем не менее, скорее всего, в конечном продукте будет присутствовать пропиленгликоль, просто потому что большинство ароматизаторов имеют основу из пропиленгликоля. Идем дальше. Углевод, содержащее вещество, преимущественно отвечает за жаростойкость продукта. Если продукт долго раскуривается, то одной из причин может быть высокое содержание углеводсодержащего. И наоборот, если продукт не выдерживает и 3 углей, то однозначно нужно повышать процент углеводсодержащего в соусе. Таким образом, мы регулируем рабочую температуру продукта. А что касается глицерина, то с одной стороны, как влагоудерживающий агент, он позволяет удерживать влагу в чаше, тем самым продлевая сеанс курения. И с другой стороны, при нагревании глицерин переходит в летучее состояние и образует паровую струю. Другими словами, дым. Идем дальше. Давайте поговорим о соотношении компонентов в соусе. С одной стороны мы имеем углеводсодержащее вещество, с другой стороны влагоудерживающий агент. Мы уже с вами знаем, что влагоудерживающий агент включает в себя глицерин и может включать в себя пропиленгликоль. Так вот, соотношение глицерина и пропиленгликоля между собой возможно любое, но нужно иметь в виду, что именно глицерин дает белый плотный дым, а пропиленгликоль при использовании более 20% может снизить плотность дыма. Это нужно иметь в виду. Далее, соотношение углеводсодержащего к влагоудерживающему агенту всегда уникально, но с перекосом в сторону глицерина. Все зависит от того, какой конечный продукт мы хотим получить. Возможно, более жаростойкий, а может быть более дымный или более насыщенный по вкусу, влажный по консистенции или сухой и рассыпчатый. Все зависит от поставленной задачи. В завершении хочу сказать, что каждый продукт уникален, и, соответственно, соотношение компонентов в соусе тоже уникально. Повторюсь, что все зависит от поставленной задачи, какой конечный продукт требуется получить. Но базовым соотношением является 70 на 30. Здесь 70 – это влагоудерживающий агент, а 30 – углевод-содержащее вещество. На этом мы закончим. С вами был канал Табако Dev. Мы оказываем полный цикл услуг по разработке табака для кальяна и без табачных смесей.
Спасибо за просмотр.